Друзья, всем привет! Сегодня выехал на рыбалку. По мне видно, что я уже утеплился, погода портится. Сегодня уже так существенно холоднее, чем вчера, а завтра будет еще холоднее. То есть такой день предсломный. А завтра уже будет с утра даже, скорее всего, заморозки. Хотелось бы как раз проверить, как клюет щука перед морозами. Ну а что мне из этого получится, посмотрим далее. Итак, погнали! Ну, вон первый забросик. Ветер сегодня юго-восточный, как раз с хвоста пруда на дамбу. Поэтому я, собственно, заплыл в хвост. Начну отсюда, а потом по ветерку буду сплавляться ниже и облавливать. План, в общем, такой. Здесь, правда, травы много. Воблер мой, походу, не проходит. Скорее всего, надо на что-то поменять его сейчас будет. Травы тут, конечно, пруд глубокий. Где я стою, где-то метра 2,5-3. Но и травы метра 1,5-2. Правда, вот тут должна быть руслица. И здесь почище. Если я его сейчас нащупаю, может быть, что-то у меня и с этим воблером получится. Да не, похоже, не сильно тут получается. Вот, из рыбаков только одна лодка тут плавает ниже. Встретил я там два мужичка в одной лодке, поговорил с ними. Ну, говорят, вот они вчера здесь были. Говорит, щука неактивная. Поймали там они по одной штучке всего. Вернее, даже один ничего не поймал. Вот, ну, не знаю, посмотрим, как у меня будет получаться. Так, надо что-то более мелководное поставить. Это у нас каблиста, кстати. Вот Понтон 21 в 105 размере. Вот хочу разловить этот воблер. Но, похоже, не здесь. Может, где-то ниже. Такой интересный воблер от Lure-Max. Это у нас копия надува Реалист. Получается, называется он Dingo 100S. Да, ну кстати, я что-то думал, что это суспендер, а это S-ка, тонущий воблер. Ну так и есть, он тонет. И по щуке работает вполне прилично. Мне понравился. И расцветка такая веселая. Вот это уже всадила. Нормальная щука. По ощущениям, по крайней мере. Вот такая килограммушка. Видели? Отработал воблерок от Lure-Max. Называется Dingo. Вот такая щучка. Не особо крупная, но приятная. Всадила на воблер такой яркой расцветки. Это у нас копия надува Реалист. Так, ну начало уже интересно. Время у нас 8:40. То есть прям поклевка
Я думал, начнется клев гораздо позже. Это копия очень популярного воблера Orbit 110. Заявлено как суспендер, но в общем-то у меня слегка тонет, с небольшим креном на хвост. Но с поводком струной, в общем-то, этого крена практически нет. На борту имеет 3 достаточно крепких крючка тройника. Ну, в общем-то, не такие мощные, как у 130-х, конечно, воблеров, но достаточно качественные. Воблер практически не шумовой, звук издает под водой слабый. Игра интересная, достаточно резвый такой воблер. Садила прям пометка. Красоточка. Блин, тут. Ну, давай сюда, лучше на эту сторону. С той стороны якорь. Блин, здесь щуки очень верткие. Брать тяжело. Нормальная такая съедобная щука. Она такой яркий воблер. Килограмм железно есть. Вот такая щучка соблазнилась на Orbit 110 в яркой расцветке. Это у нас копия от BR King. Ну, такой проверенный воблер уже годами, я бы сказал. Отлично работает. Чем посадим на кукан, я думаю. Так, ну по просьбе подписчиков делаю небольшой обзорчик на свой кукан. Кукан классный, с Алиэкспресс. Ну, правда, не дешевый, но очень и очень удобный. Выглядит он вот так. Значит, крепится он на таком карабине. Крепить можно куда угодно, как вам удобно. К одежде, к сумке, к лодке. Вот. Шнур достаточно прочный. Правда, у меня уже износился, но кукану уже лет 5, наверное. Он до сих пор функционирует. Такой крючок, на который висят наши защелки, и поплавок. Мы как бы берем вот эту штучку, стопор снимаем, шнур распускаем, поплавок закинули, снимаем по одному защелки. Защелки вот такого вида. Достаточно надежные. Хоть и небольшие. Я обычно цепляю в нижнюю челюсть, пробиваю. Но особо крупную щуку сажаю на 2. Ну, такие трешки, например. Потому что был момент, когда у меня она разжала его. Поэтому я больше не рискую. Ну, как вариант, еще можно пробивать сразу 2 челюсти. У щуки верхнюю и нижнюю, и тогда она точно не сойдет. Вот. Ну и по одному скидываем в воду, цепляем. В общем, очень удобно. Особенно в береговой рыбалке. Лодки, понятно, можно и другими пользоваться. В береговой, блин, классно. Ты подошел к месту, ловишь, поймал щуку, прицепил ее к себе. Ну, там зашел, не зашел в воду. Ее отпустил, она плавает в воде. Подмотал потом, вышел из воды, прошел к другому месту. Ну, вообще классно. Для береговой рыбалки вещь, по-моему, вообще незаменимая. Так что очень рекомендую.
Не пойму. Там травы что не должно быть. Может, это окунь? Не похоже. Это рыба все-таки. Она даже забагрилась. Она забагрилась. Ну что это? Кидался, кидался. И докидался, да? Бочину тебе пробил. Ладно. Блин, ну если есть мелкая, крупная, что же должно быть? Так, ну думаю, что расклев уже начался. Щука уже активная. Ну, какая-то активность появилась. На одном месте задерживаться смысла долго нет. Обкидал вокруг себя, поклевок нет, буду перемещаться. Такая сегодня будет тактика. Это у нас такой интересный шет. Это Каликана от Pontoon 21 в 82 размере, эфочка. Ну, у меня также был суспендер, в общем, тоже рабочий. Такой классический шет, который по меликам очень и очень хорошо работает. В отличие от того же более популярного шеда, бета-шед, тоже от Pontoon 21, этот более доступен и по цене, и в принципе по наличию в магазинах. У меня такая расцветка двойная, одна из самых моих любимых, серебро и золото. Хороший роллинг, развороты, все есть, все присутствует. Заточен, понятно, под медленную проводку. Отличный воблер. Бешеный шнурок. Вы видели? Удар такой был. Блин. Я аж испугался. Вот это он всадил. Господи. Вот это все мельче и мельче щука. Видели, какая? Просто рыба-барракуда. Вот такие акулы местные атакуют воблер. Просто ударил так, что я аж в лодке чуть не подпрыгнул. Долго-долго, правда, не клевало перед этим. И тут как всадил. Давай, Миги, что-то тормозишь. Вот такая сегодня щука, ребята. Офигенско здоровая. Перепробовал я уже кучу воблеров и мест. Становлюсь и на глубине. Вот сейчас стою где помельче. Но сегодня явно щука не активная. Пока что очень мало поклевок. Но может быть как-то я размером щуки компенсирую. Долго-долго не будет клевать из-за того, как всадит трофейно. Будем надеяться. Потому что пока размер нерадостный.
Все, ребят, рыбалка подошла к концу. В принципе, она прошла неплохо. Несколько хвостов было поймано. В общем, приманочки работали. Ну а что еще нужно? Буду сейчас собираться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока!